Подбежали люди, вооруженные, и просто без предупреждения открыли огонь по ним. Некая банда, у которой общий почерк. На первоначальных этапах расследования были допущены грубые ошибки. Супруга сказала, что перед нами останавливался 99-й серебряного цвета. Стала молиться и закрывать ребенка вещами. Тогда их добыча была планшет и 5000 рублей. Они отрицают мотив наживы. Коммерсант назвал Алексея Староверова самым состоятельным сотрудником Генеральной прокуратуры. Какого черта никто ничего не делает? Давай оружие возьмем, соберем народ и поедем, найдем тех людей. Но не может этот человек совершить убийство. За этим стоит явно политический какой-то мотив. Привет, друзья! Мы на трассе М4 «Дон». Она идет из Москвы на юг России, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье. Очень важная дорога. Многие из вас по ней наверняка ездили. Но 7 лет назад про трассу «Дон» заговорили в другом, мрачном контексте. Здесь появилась загадочная банда по сложной ассоциации с одноименной компьютерной игрой, ее назвали «Банда GTA», которая по ночам подстерегала одиноких водителей, подбрасывала на дорогу шипы, чтобы они остановились, после чего хладнокровно расстреливала их с близкого расстояния. Про эту банду по Москве ходили самые невероятные слухи, говорили, что это диверсанты, что это бывшие спецназовцы, что это сатанисты. В поимке этой банды принимало участие огромное количество добровольцев, в том числе известные блогеры в этом участвовали. И когда, наконец, бандитов удалось поймать, вопросов стало едва ли не больше. Выяснилось, что главарь банды жил на территории дачного дома управляющего делами Генеральной прокуратуры, жена которого имела некий бизнес с одной из участниц печально знаменитой банды Цапков, станица Кущевская, там на юге. Как вы знаете, в редакции за эти темы у нас берется Саша Сулим, и в этот раз мы не стали выделять это в рубрику «Специальный репортаж», потому что мы сейчас хотим немного видоизменить наш подход к нашим жанрам. Во вторник мы оставим репортажи, небольшой, яркий репортаж с места события, а на четверг будут вставать большие истории, как вот эта Сашина про банду GTA. Ночью раздался звонок, звонила знакомая наша общая и сказала, что там вот расстреляли там вот Павла. Они возвращались из Москвы, и вот в районе Коломенской окружной остановились у обочины. Из другой машины подбежали люди вооруженные и просто без предупреждения открыли огонь. И вот наш главный персонаж, который с друзьями поехал, он сам тоже, по-моему, в бедро, что ли, был ранен. Вот. Он с телами двух товарищей мчит в Рязань в надежде, что их спасет. Поменялись рулями, там вот человек сел за руль другой, и они добрались до Рязани. Так понимаю, что там пост, получается, на въезде. Объезжали его, и он там остановил, испугался, что-то, не знаю, бросил как бы вот человека в такой ситуации. Изначально он хотел скрыть факт того, что они поехали за Спайсом, и даже там у своей девушки скрывался на квартире. Павел набрал маме своей и сказал, что я ранен и вот нахожусь там-то. И приехала скорая, он потерял много крови уже. Его пытались спасти. Вот 2 дня он был в реанимации, но, к сожалению, не смогли. Представьте, на самом деле, какое у него вообще отношение с родственниками двух этих погибших. Просто ты повез друзей за Спайсом в Москву, а вернулся один. Это кошмар. В конце 2013 года страшную расправу на трассе посчитали криминальной разборкой, связанной с наркобизнесом, и расследовали как отдельное преступление. То, что убийство на границе Московской и Рязанской областей лишь эпизод в серии других подобных нападений, стало понятно спустя полгода, когда была проведена повторная баллистическая экспертиза. Она показала, что пули, от которых погибли рязанские парни, полностью совпадают с теми, что были найдены на других местах преступлений банды, которую вскоре назовут бандой GTA.
Первая информация о том, что в московском регионе появилась некая банда, которая специализируется на нападениях на людей, она появилась в начале 2014 года. Как позже потом уже станет известно, подозрительную серию свели на тот момент, если мне память не изменяет, 19 преступлений. Я позвонил паре знакомых, и они мне сказали, что да, действительно, есть некая банда, у которой общий почерк. И на тот момент было что-то около 5 жертв, и уже точно не врали в ориентировках, что есть вот эта вот ловушка, с помощью которой машина останавливается, пока владелец среди ночи пытается починить колесо, с ним расправляются. Знаете, друзья, меня тут посетило вдохновение. Есть отличная идея. Сейчас с вами ею поделюсь, только давайте сделаем это в движении. Вот знаете, говорят, жизнь – движение. Обычно это произносят, не раздумывая. Что вообще это значит? Я отлично про себя понимаю, что я не могу сидеть на одном месте. Я все время куда-то должен двигаться. Жить, сидя на одном месте, не развиваясь, не придумывая какие-то новые истории, невозможно. Вот я работал на НТВ и был корреспондентом. Потом мне это наскучило. Я придумал программу про авиацию. В процессе того, как мы снимали эту программу про авиацию, я решил, что мне скучно просто снимать программу про авиацию. И я научился летать. С телека я ушел благополучно. Несколько лет я занимался менеджерской работой, но мне нужно было как-то себя самореализовать. Я хотел творческой свободы. И тут появился YouTube. Это было новое важное движение в моей жизни. И теперь у нас есть редакция, которая все время куда-то летит, движется. Потому что жизнь — это движение, жизнь — это развитие. Если ты не движешься, ты на самом деле движешься назад. Сейчас нечто подобное переживает бренд Kia. У них обновилось все. Логотип, слоган, смыслы и даже философия. Очень понятный мне и, думаю, многим из вас посыл, что лучшие идеи рождаются только когда ты в движении. Мобильность — это возможность добраться в новые места, открывать для себя новые самоощущения, свободу. Это все привносит в нашу жизнь новые краски, новые идеи. И новый бренд Kia как раз об этом. Я уже, как вы знаете, давно дружу с ребятами из Kia. Мне интересно наблюдать за их изменениями. И вот у нас появилась идея для новой рубрики. Мне интересно выяснить, что же такое вдохновение с научной точки зрения. Как на него влияет движение и как вообще движение связано со смелостью принимать решения. Эти вопросы я собираюсь обсудить с одним научным экспертом, которого, думаю, многие из вас хорошо знают, но не буду пока раскрывать все карты. В общем, ждите следующую интеграцию Kia. Думаю, это будет интересно и познавательно. И помните, движение рождает идеи. Уже в июле другое громкое убийство попало в СМИ. 31-летний Альберт Юсупов с дачи домой не добрался. Это любительское видео стало последним в жизни Альберта Юсупова. Талантливый танцор, к 30 годам солист ансамбля народного танца имени Моисеева. И он поехал к другу на дачу. После чего ему пришлось ночью возвращаться. Были пробки, и он начал объезжать, в общем, искать быстрый путь. Съехал с дороги и попал вот на эти вот ежи, которые выставляла эта бригада. Остановился, стал звонить вот тому другу, от которого он уехал, потому что не было домкрата. В ожидании своего приятеля бывший танцор ансамбля Моисеева Альберт Юсупов сидел в машине с открытой дверью и играл на мобильном телефоне. Скорее всего, он чувствовал себя в безопасности, потому что остановился всего в километре от поста ДПС. Когда в мужчину начали стрелять, он попытался убежать. Его тело нашли посреди дороги. По отверстиям в теле ему сзади стреляли, он, получается, убегал. Его как бы так догоняли. Это были дерзкие преступления, совершенные явно по примерно разработанному сценарию, с использованием огнестрельного оружия самодельного. И отличительной чертой было то, что
Ну, то, что называется короткой экспозицией. На совершение преступления уходило достаточно мало времени. Что касается жертв, это были просто случайные люди. То есть люди, которые не в то время, не в том месте оказались. В одном случае это было нападение, собственно говоря, разбойное нападение на офис организации. Если говорить о платформе «Лось», в нескольких случаях это было нападение на водителей, остановившихся по своим причинам. Значит, в двух случаях это было нападение после преследования автомобиля. Преступления, как правило, происходили между полуночью и 4 часами утра в различных частях Подмосковья, на больших дорогах, но не только на них. Жертвами убийц стали 2 таксиста, влюбленная пара, отдыхавшая на берегу небольшой речки, рыбак, 4 рабочих. Их расстреляли прямо в бытовке. Банкир, он стал свидетелем тренировки бандитов. И другие случайные люди. Всего 17 человек. Очень часто убийство совершалось, а забрать ничего не успевали. Им несколько раз везло, их жертвы имели с собой относительно крупные суммы денег. И вот, собственно говоря, это немножко сбивало с толку. Тогда до конца не ясно было насчет ловушек. Ну, потому что их никто не находил и никто не видел. То есть были обрывочные сведения, но мне самому приходилось пару раз писать информацию, которая оказалась недостоверная, что они используют спаянную арматуру, так называемую куриная лапа. Это штуковина, которая из 4 штифтов. Вот. Ее как не урони на асфальт, она всегда одним шипом кверху встанет. На самом деле ловушка была крестовиной с одним шипом. Это тоже было очень хитро, потому что она не должна была бросаться в глаза издалека. Вовремя отреагировали правоохранительные органы и взялись за расследование? Или все-таки время было упущено в каком-то смысле? Я считаю, что время не было упущено, потому что я общался как раз именно с теми людьми, которые не подставки под микрофон, там, когда уже все раскрыли, а которые ночами не спали. Вот. А что они могли сделать, на самом деле, если им действительно противостояли прямо серьезные умы? Потом, половина камер в Московской области на тот момент оказалась муляжами. Или просто качество, которое не позволяет ничего сделать, или еще какие-то технические ошибки. На первоначальных этапах расследования были допущены грубые ошибки, которые не позволили своевременно выйти на следы, то, что это одна и та же организованная группа. Эти ошибки устранялись уже в ходе следствия, когда все дела объединились и их забрали в центральный аппарат Следственного комитета. А что за ошибки были? По гильзам, обнаруженных на местах происшествий, и по пулям, изъятых из тел погибших, экспертиза не нашла совпадений. Позже, через пару, получается, лет, повторная экспертиза дала однозначное заключение, что вот конкретно вот этот экземпляр пули, конкретно вот эта вот гильза выпущена из одной единицы огнестрельного оружия. Что касается работы ФСБ, вся эта хваленая триангуляция и так далее, она тоже не работала особо. То, что в официальных бумагах называется снижение интереса к результатам оперативно-розыскной деятельности, а в быту называется похуизмом исполнителя. Вот у нас похуизм исполнителя в последние годы, он приобретает угрожающие черты. По большинству, если не сказать по всем серийным преступлениям, неважно, чего это касается, изнасилования, убийства, разбойные нападения, серийные экономические преступления. Когда происходит раскрытие, выясняется, что на первых этапах были грубые ошибки. Сколько времени потеряли из-за этих грубых ошибок? Считайте, 2 года. По легенде, которую любят рассказывать представители Следственного комитета, в интервью со своими сотрудниками они нам отказывают, в августе 2014 года старший следователь по особо важным делам Алексей Стадников возвращался из отпуска в Москву и остановился передохнуть на обочине трассы М5. Спустя несколько дней Стадников узнал, что в ту же самую ночь на той же дороге был убит танцор Альберт Юсупов. Это обстоятельство так впечатлило следователя, что он приступил к расследованию этого дела с особой тщательностью. Алексей мне эту информацию не подтвердил и не проверк. Он
Да и глупости все это, понимаете. Нет, у хорошего профессионала нет места сентиментальности. К Алексею Стадникову попали все подозрительные в этой серии дела. Он начал с самого начала, тщательно проверяя все дела. Через 2 месяца он уже вышел на всех лиц в этой банде. Вот фоторобот одного из предполагаемых убийц. По мнению следователей, за всеми преступлениями может стоять организованная группировка, которую называют бандой GTA. Ведь убийцы словно подражали сценкам из компьютерной стрелялки. Life News окрестил их бандой GTA, то есть вот эту вот лычку дал им, вот, и они дали, причем с такой подачей, что в среде оперативных сотрудников ее так называли. GTA – это все-таки интеллект, подготовка, определенная тренировка и другие вещи. Я не считаю возможным распространять на преступников какие-либо положительные вещи. Это была банда шакалов. Они, как шакалы, нападали стаей, нападали на людей, которые заведомо слабее них. А как среди сотрудников полиции называли эту банду? Никак. Вот на самом деле у меня 2 знакомых, которые были, они их просто называли злодеи. Ты как человек, который в те годы занимался игровой журналистикой, видимо, должен был среагировать как-то особенно остро на это название? Я среагировал на название в том смысле, что я пошел смотреть, что насколько это вообще применимо к игре. Оказалось, неприменимо совсем. То есть это вещи из разных параллелей. Игре они не подражали. Никакого внутреннего содержания игрового там так и не нашли. Хотя, мне кажется, многие пытались его найти. Было бы интересно, да, с точки зрения там такой журналистики с душком. А можете пояснить, почему такая лычка, как вы говорите, прикрепилась к этой банде? Почему GTA? Банда GTA – это, ну, во-первых, дороги. Вот. И в GTA можно сделать такое действие, как просто подойти к какому-нибудь случайному водителю, который пытается поехать на дачу. То есть это такое необоснованное насилие? Да. Кто-то очень быстро бегает, его, скорее всего, назовут Суперсоником. Кто-то усатый, вот такой вот и в шляпе, его назовут Марио. Только несколько игр настолько широко известны, что эти образы массовые. Вот GTA — одна из этих игр. И этот слепок — это человек на автомобиле, который, скорее всего, этот автомобиль угнал. И летит он по трассе со страшной скоростью, вот, и ему все нипочем. И может кого-то убить. В августе 2014 года мы с супругой и 6-летним сыном возвращались с отпуска из Тамбова. Дорога пролегала по трассе М4 Дон. Сразу скажу, что мы были в курсе, что происходит на этой трассе, и изначально не планировали поездку в темное время суток. Но обстоятельства сложились таким образом, что мы были вынуждены ехать именно поздно вечером. В общем, подъезжая ближе к Москве, машину повело, стало понятно, что лопнуло заднее левое колесо. Но стало жутковато. Супруга сразу вспомнила про банду GTA. Решили добраться до более светлого места, где есть свет и желательно видеокамеры. Остановились, приступил к замене колеса, поставил запаску. Я сел в автомобиль, и супруга сказала, что перед нами останавливалась 9-ка или 99-й серебряного цвета. Она очень сильно испугалась, стала молиться и закрывать ребенка вещами. Если вдруг что, расстреляли, то хотя бы ребенок выжил. Вот, как-то вот так. Никто не вышел, стоял минут 5 и уехал. Резко уехал, и следом подъехала полиция, которые сказали, что их вызвали водители-дальнобойщики, которые проезжали мимо. Выяснилось потом в автосервисе, когда я на следующий день поехал ремонтировать это колесо, мне мастер сказал, что все-таки это был прокол. Через какое-то время в СМИ всплыла информация о том, что банда GTA орудовала именно на 99-й, 9-й модели «Жигулей» серебряного цвета. То есть мы с супругой сопоставили все факты и поняли, что нам очень сильно повезло. Вечная проблема больших городов в том, что даже зная точный адрес, можно потеряться. Причем даже там, где бываешь довольно часто. Куча подъездов, заборов. Вот где вход в этот дом? Нужный мне подъезд. Где он? Обычно, когда я выезжаю к героям на интервью, прошу максимально подробно объяснить, как именно к ним попасть. Ну или прошу встретить меня с операторами где-нибудь вот тут на улице. Но в этот раз мы как-то этот момент
тут упустили, вот уже 10 минут блуждаем. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, скачивайте приложение 2GIS с удобным пешеходным навигатором. Следовать по маршруту можно теперь в фоновом режиме. Голосовые подсказки помогут вам добраться до нужного места, даже если вы свернете приложение, а телефон уберете в карман. 2GIS озвучит траекторию с учетом пешеходных переходов, светофоров, лестниц и калиток. С ним вы точно не заблудитесь. Через 150 метров держитесь правее. Поверните налево. До конца маршрута осталось 50 метров. Вы пришли. Спасибо, что используете 2GIS. Ну вот, кажется, мы на месте. 2GIS, как всегда, точен. Скачивайте приложение по ссылке в описании и пробуйте новые возможности в передвижениях по городу. В 2014 году Вячеслав работал во вневедомственной охране. Однажды, когда поздно вечером он возвращался с работы, у него тоже внезапно спустило колесо. Пока Вячеслав ждал помощи на обочине трассы М4 Дон, рядом с ним останавливались 3 автомобиля. Но, увидев человека в форме, водители трактовали это по-своему. Ведь тогда о банде GTA говорили и писали во всех СМИ. В засаде, говорит, сидите? Ладно, давайте. Вот. А в засаде в каком смысле? Ну, засада, типа, может быть, на живца там ловим кого-то или еще что-то. Люди не особо и помогали, может быть, тем, у кого спустило колесо? Ну, люди все-таки очень боялись, скорее всего. Прислать видео, там едет женщина, она едет за рулем по какой-то дороге и рассказывает историю, что кого-то убивают там, и ей очень страшно, у нее 2 детей, и какого черта никто ничего не делает. В новостях началась шумиха, и я начал прислушиваться к этой ситуации, начал смотреть, что происходит. По этой трассе, по которой сейчас едем, вот, убийство на этой трассе 2 пенсионеров. Вот после этого уже про банду, так сказать, эту GTA заговорили. Заговорили, вы имеете в виду в СМИ или заговорили у вас? Вообще везде. Я еду один, и я никого с собой не зову, потому что то, что я делаю, это моя гражданская позиция. Я вам всем сразу сейчас говорю, что любого из вас в этой ситуации могут убить. Абсолютно свободно и легко. Я позвонил ночью своему другу, я говорю, слушай, у тебя оружие есть? Он говорит, посмеялся такой, говорит, есть. А что ты хочешь? Я говорю, давай оружие возьмем, соберем народ и поедем, найдем тех людей, которые убивают на М4 людей. Вы, конечно, человек очень крутого нрава, но все-таки сказать, что вот я пойду и найду убийц, почему, с какого вдруг вам вот такая уверенность пришла? Ну, просто подумали. Я просто подумал, что если мы можем помочь чем-то, помочь, не факт, что мы их найдем, но хотя бы помочь, то уже будет хорошо. Тогда уже зашевелились все. Стали организовываться рейды. Все отделы начали, так сказать, трещать по швам. В каком смысле? В рейды выезжали даже кабинетные сотрудники, которые, в принципе, к этому отношения не должны иметь. Вооружали, одевались в гражданку, где-то на своих машинах, где-то на служебных. А сколько машин вот в рейды уходило? Ну, от нашего отделения, по крайней мере, выходила в ночь 1 машина. Это скрытое патрулирование. Не снимайте на камеру. У тебя 20 машин проехало без номеров. Где патрулирование? Вы спите сейчас, у вас не мероприятие. Вы сейчас спали. Следователи могли вас как-то остановить, запретить вам этим заниматься? Конечно. Следователи могли сказать, все, не разрешаем ни в коем случае, не вздумайте, все, мы бы ничего не делали. Они этого не сделали. Потому что им, видимо, нужна была помощь. И неофициально такие разговоры были. Они говорят, мы официально не можем вам сказать, типа, так и так, но территория огромная, и людей очень много нужно. И вы нам реально в помощь, вы молодцы. И пацаны, которые с тобой молодцы, я говорю, так это ваши же пацаны. Я говорю, это те же самые сотрудники и Следственного комитета, Следственного департамента, прокуратуры, ГСУ, СК.
Ну и просто пацаны-спортсмены, ну. Ну, просто, понимаете, хочется спросить, а что ж они в рабочее время тогда этим не занимаются? Да они не занимались другими вещами. Следственный комитет занимается 1000 уголовных дел. Вы поймите, прокуратура занимается не все. Что, вся страна должна броситься на это дело? Ну нет. Единственное наше оружие – это наше количество А, определенное количество вооруженных людей Б, и ваша реакция, и ваше поведение. Вы не должны стесняться ни на секунду. Достаточно ли сотрудников было, чтобы обеспечивать безопасность на вот этих дорогах, на которых происходили убийства? Сотрудников, может быть, было и недостаточно. Проблема была в другом. Проблема была в кадрах. Вот. Все вот эти реформы, так сказать, милиция, полиция, они очень обескровили все это дело. Обязанностей стало больше, а народу меньше. Ну и кто мог тогда вот выходить? Я не знаю, как еще гражданских не стали, так сказать, на трассу выпускать. За вторым смотри. Только личные вещи? Да. Ни оружия, ничего нет при себе. Сначала мы по земле работали, а потом был самолет. С помощью этого оборудования там сидели следователи. Они летали, смотрели подозрительные точки, они давали точки, видимо, и нам, и следователям другим, которые по земле работали. В полиции не было возможности такой вертолет, самолет соорудить? Я думаю, нет. Ну, получается, что Эрик Давидович все-таки в этом смысле был такой неплохой подмогой. Это больше мешал. 45 машин там в один по трассе вереницы, ну, такое себе. Кроме обычного дежурного, который по району принимает все звонки от населения, завели дежурного, который только делами банды GTA занимается. И все, на самом деле, звонки от сумасшедших, стариков, каких-нибудь пранкеров и так далее, он принимал, и по каждому нужно было сделать отчет, бумажку, что отреагировал, передал куда надо и так далее. Весомая часть этих отчетов занимала деятельность Эрика Давидовича. Все, кто едет на мероприятие, сюда подойдите. Я видела, что в вашем фильме это были ребята на таких солидных машинах. Да, то есть, да, не бедные ребята вообще. А оружие было у скольки? У кого как. У меня было травматическое оружие мое, которое было зарегистрировано на меня, например, официально. У кого-то такие же были. У кого-то оружие было гладкоствольное, охотничье. У кого-то палки, у кого-то кулаки были. Потому что приезжали боксеры, приезжали ребята по боям без правил, приезжали просто спортсмены, которые говорят, мы типа скрутим бараний рог, кого угодно. Машины сели, пошли дальше. На Каширу идем. Значит, вы едете на машине без опознавательных знаков. Видите, например, по трассе кто-то остановился, обязательно стоит подъезжали, спрашивали, конечно. Вы выходили? Да, обязательно. Ну и как, вы представлялись сразу же? Ну, естественно. Здравствуйте, там, Ступинское УВД, там, то есть все. Обязательно, ну, удостоверение. Как люди реагировали? Ну, кто как. Конечно, когда идет к ним человек, грубо говоря, да, там, в бронежилете с оружием, вот. Многие пугались, конечно. Были такие случаи даже, то, что заводили машины на скорости, машины дергались. Ну, в основном, все-таки, наверное, люди немного успокаивались, то, что сотрудники работают. Нету ничего. Честно, ничего нет. Куда побежали? Зачем побежали? Не, ну как, зачем? Мало ли реально. Кто останавливается? Послушай, а что вы в 3 часа ночи делаете на день рождения на остановке? Такси ждем, вон такси ждем. Вот я смотрела, естественно, фильм, который вышел по результатам ваших рейдов, и там, может быть, это так смонтировано, но создается ощущение, что вы вот едете всей вашей командой, останавливаетесь, сразу же подходите, довольно агрессивно иногда, ну, понятно, все зависит от реакции человека. От ситуации, да. Да, вы просите выйти из машины, открыть багажник, спрашиваете про оружие, но, в принципе, то есть у вас никаких полномочий на это не было, и человек мог как бы отказать. Ну, конечно. А у нас такое было. У нас такое было много раз. Человек говорит, да не буду я вам ничего показывать, пошли в жопу. Мы ему говорим, чувак, пожалуйста, послушай, у тебя машина похожа на ту машину, которая вот, нам полиция сказала, что, возможно, участвовала в преступлении.
очень просим, ну просто, пожалуйста, открой, покажи. Он такой, это типа с убийствами связано? Мы говорим, да. Он такой, все, пацаны, тогда базара нет. Одно дело просто попросить остановиться, другое дело, когда рядом с тобой останавливаются здоровые ребята на таких серьезных машинах, это производит впечатление. Ну, понятно, согласен, понимаю. Я извинялся перед всем, перед каждым извинялся. Мы уходили, я говорю, простите, пожалуйста, если напугали. Извините, пожалуйста. Я перед пассажирами извинялся. А что я мог еще сделать? Ну, встаньте на мое место. Ну, давайте, забил бы я, сидел бы и смотрел бы по телевизору, как убивают людей. Лучше было бы? Не думаю. Поэтому если потревожили, извините. Ладно, до свидания. Удачи вам. Я, возвращаясь там из одной поездки на машине, попал под этот рейд. Вдруг меня тормозят, меня прижимают. Несколько машин выскакивают, бегут ко мне. Значит, начинают что-то делать. У меня ощущение, что на меня совершается нападение. Я человек достаточно хладнокровный и как бы обладавший информацией. Значит, на меня начинают выяснять достаточно интимные вещи, на которые я отвечать отказываюсь. Я не могу сказать, что там был конкретно Эрик Давидович, но сама по себе вот эта вот партизанщина ничем хорошим не заканчивается. Видели подозрительную машину на дороге и попросили его остановиться. Машина, которая попадала четко под ориентировку, показывает удостоверение, говорит, уголовный розыск, останавливайся. Он сбивает, а он одного цепляет зеркало, второго сбивает, он прыгает через капот, и машина начинает уезжать. Погоня началась. И когда я уже приехал на место, где его догнали, он попал в ДТП, и в итоге он был в розыске за алименты, и еще там какие-то претензии ему там сотрудники полиции предъявили. Ты мне за что? Ты людей чуть не сбил! Ты за что меня гоняешь? То информирование, которое в этой ситуации должно было осуществляться от имени государства или от имени муниципалитетов, оно не осуществлялось. И, к сожалению, вот этот вот вакуум, вот эту пустоту заполнил Эрик Давидович. Но вдруг это действительно как-то отпугивало участников банды? Что если, собственно говоря, бандюганы просто проезжали мимо какой-то машины и такие, да стой, там же вон толпа этих блогеров, давай в другой раз займемся этим. После того, как мы выехали на дороге, во-первых, прекратились убийства, и до того момента, как их поймали, убийств больше не было. И я считаю, это одна из самых главных заслуг моих и всех ребят, которые со мной были. По той информации, которая есть у меня, они, конечно же, не затихарились. Они продолжали разведку, они продолжали ориентировать, но самое главное, они готовили оружие для новых нападений. Полиции удалось задержать предположительно участников банды, которая убивала водителей в Подмосковье. Эти кадры сделаны за несколько минут до штурма. Дом, где прячется Субханов, окружили бойцы спецназа. Окна и двери в прицеле снайпера. Но взять его живым не удалось. Как все-таки вышли на след участников банды? Слушайте, ну чуть ли не чудом на самом деле. Много всякой работы происходило, которая приводила ни к чему. Вот. Так что, на самом деле, попались наконец-то. Вот и все, что я могу сказать. Собственно, переломным моментом в расследовании как раз стал последний эпизод, который вменялся банде ГТА. Это нападение на водителя по фамилии Борисов. Благодаря Борисову и удалось найти банду, потому что он обратился оперативно к правоохранительным органам. Те поймали след машины, на которой скрывались участники банды. И, собственно, тогда уже следствие уже на них и вышло, уже на всех остальных бандитов. Подняли то, что называется материалы оперативно-розыскной деятельности, и по оперативным данным к двум из этих 2 десятков, условно говоря, преступлений был причастен человек по имени Рустам. Когда личность преступника была установлена и выяснилось, где он живет, а он жил в загородном доме заместителя генерального прокурора Российской Федерации. Отношения между Следственным комитетом и прокуратурой, Генеральной прокуратурой с момента создания были очень непростые. В этой ситуации речь шла о том, что человека надо задерживать, но при этом самим не подставиться. Там, когда проходили обыски уже на этом участке, там были обнаружены оружие, боеприпасы банды. И тогда было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. И в отношении вот этого прокурора проводилась служебная проверка. Его тогда отстранили от работы. Но, тем не менее, потом это все дело замяли. А сам этот прокурор, он по собственному желанию подал в отставку.
В 2014 году «Коммерсант» назвал Алексея Староверова самым состоятельным сотрудником Генеральной прокуратуры, а его жене приписывали совместный бизнес с Натальей Стришней. Это супруга одного из главарей банды Цапков Вячеслава Цыповяза. Среди объектов недвижимости, которыми владели Староверовы, по-видимому, был и дом в элитном поселке Удельное в Подмосковье. Главарь так называемой банды ГТА на протяжении 3,5 лет был здесь разнорабочим и жил в пристройке вместе со своей семьей. По материалам уголовного дела владельцы отзывались о нем как о человеке предельно вежливым, услужливым и скромным. И он в последнее время прямо охамел, буквально цитата, когда подметет, когда не подметет. В сторону начальника махнет рукой, начал ходить в местный фитнес-зал. То есть он как-то расслабился. Субханов что-то почувствовал. Опять-таки, по официальной версии, в тот жилой гараж, как он обозначен во всех процессуальных документах, где жил и было Субханов, проникли спецназовцы, которые вывели других людей, которые там находятся. Та информация, которая есть у меня, и которую я ни при каких условиях не смогу подтвердить даже на суде, за несколько дней до того, как, собственно говоря, готовился штурм, он сам выгнал всех людей, которые были с ним в одном помещении, и выгнал со словами «здесь опасно, меня будут брать». Но это его семья, вы имеете в виду? Там... Да, это его семья. Больше того, он сумел уничтожить ряд достаточно серьезных вещественных доказательств, которые могли бы кое-что прояснить. В СОБРе Булаты любят термин «заземлили». Это что значит? Убили? Да. А как вам кажется, его не случайно убили? Думаю, что случайно. Я очень уважаю СОБР Булат старых времен. Самые вежливые люди, если можно так сказать. Мне кажется, что они бы не стали делать что-то, что им не по душе. С точки зрения и следственной, и политической, его смерть принесла гораздо больше проблем. Какие бы версии потом не отрабатывались и не рассматривались, его слова были нужны. Я, честно говоря, думаю, что он сам пошел на смерть. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, ряд выводов которой, я считаю, подтверждают правильную мою версию, что он сам искал смерти. Спустя несколько дней арестовали и остальных участников банды в разных частях Подмосковья. При обыске у них были изъяты 20 единиц оружия, боеприпасы, манекены для тренировок по стрельбе и детали для самодельных пистолетов. Еще 3 преступников были объявлены в международный розыск, а 2 вскоре арестовали в Таджикистане. У меня поначалу здесь... Да, в упор. Пистолет у вас в правой руке? Да, правой. И произвели выстрел? Да. Куда его? В голову. Ваше первое впечатление о нем? Как он себя вел? Он был напуган или он был очень замкнут? Ну, я тоже была в какой-то степени напугана, потому что изначально мне рассказали о множественных там убийствах. Он постоянно спрашивал про одного человека, жив ли он. Рустам, а вот его задержали, а вот он где, а вот что будет, а вот моя семья, вы свяжитесь с моей семьей, они живы. У Гайдуллова Субханова было 2 поддельных документа. Это паспорт России и Таджикистана. И он им представлялся как Рустам Усманов. И они его все так, собственно, и знали по этому имени. При этом, чтобы попасть в банду, он их проверял. Проверка была очень простая. То есть нужно было совершить убийство. Гайдуллова Субханова объективно охарактеризовать и с его смертью очень сложно. Здесь можно попасть пальцем в небо. А вот его брата Холика очень хорошо характеризует одна единственная фраза. Он абсолютно без подначки, абсолютно без всяких вопросов со стороны следователя, который проводил проверку показаний на местности, он сказал, что если бы у меня сейчас было оружие, я бы вас всех положил. Ваши действия какие были? Дальше я пришел, мы вдвоем взяли его, и туда поставили. И Гайдуллов был недоволен тем, как они одевались. Он постоянно на них ворчал, то, что они одевались как гастробайтеры, хотя сам Гайдуллов одевался очень прилично, там, в пиджаке, там, при делах. Все остальные шакалы, они характеризуются примерно одинаково. Это скрытные, трусливые, крайне осторожные, абсолютно безинициативные. Они недалекие, но хитрые.
Они готовы подчиняться, но не готовы нести ответственность. Они готовы на любое преступление, на убийство, на изнасилование, если будут считать, что они останутся безнаказанными. Может быть, у них не было столь сильно выраженного желания насиловать, убивать, но они пришли в эту банду. Деструктивный лидер своей дерзостью, да, своей агрессивностью, он как будто бы усиливает, дает разрешение своим последователям, своей шайке, людям, которые гораздо более слабые духом, чем он, но такие же пораненные, как и он. Он дает им разрешение на то, что мы можем это делать. Как гастарбайтеры они выглядели не случайно. Большинство из них действительно были трудовыми мигрантами из стран Средней Азии, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, до поры до времени абсолютно обычными. Расскажите механизм втягивания в банду. Люди между собой общаются, люди начинают иметь между собой какие-то финансовые отношения, отдай мне взаймы, помоги мне с тем, с тем-то, а вот давай, и постепенно, очень быстро они вдруг оказываются в структуре, которая занимается не просто противоправными, а богопротивными вещами. Кто-то задолжал крупную сумму денег, кому-то Ибайдулло сделал документы, кому-то он там дал машины. Им нужно было вот эти его услуги, скажем так, оплачивать. И оплата была такова, что нужно было участвовать в этих преступлениях. Познакомились они случайно через двоюродного брата, так как нужно было место проживания буквально на 2 недели. Квартиру ему не сдавали, потому что он является иностранным гражданином. И денег у него не было, за стройку ему там что-то не заплатили, за работу где-то не заплатили. В общем-то, он остался в таком положении, ему надо было где-то пережить. Потом подошел к нему Рустам и сказал: ты здесь живешь, тебя кормят, отрабатывай. Им рассказали историю про то, как совершили разбой ранее, да, когда-то там. В ходе разбоя ни один человек не пострадал и получили 17 миллионов. Оружие они выдали, конечно, всем. А стрелять он говорит, я не умел, говорит, никогда не владел оружием. В тот день, когда дали ему это оружие просто так пугать, как ему объяснили. У них было оружие самодельное, у них были боеприпасы, у них были шипы, с которыми они пользовались. И поэтому это выглядело очень странно, что, с одной стороны, они говорят, что они не знали, куда они едут, но при этом ехали с такой амуницией. В ходе следствия там установлены лица, которых пытались втянуть в банду, которые, обладая относительно высоким интеллектуальным уровнем и эмоциональной зрелостью, они говорили согласно и тут же уезжали из страны. Еще один член банды, Хазратхон Дадахонов, жил в России со своей супругой, она тоже из Таджикистана, и 2 сыновьями. Он приехал в Россию в 2007 году на заработки, а в 2013 он познакомился с 2 участниками банды, и те, которые потом уже в итоге свели с Ибайдулло. Он понял, чем занимается эта банда, потому что один из этих участников им рассказал об одном из нападений. Дадахонов сам же признался, что он участвовал как минимум в 4 нападениях, и там в основном участвовал в роли как водителя. То есть он их привозил, отвозил участников. Молодой, без родителей, без подсказки, трудно же молодому человеку, и тем более с семьей. Откуда я нашел таких друзей, как с ними познакомиться, как они могли такое творить, да? Я посмотрел сейчас на этот статьи, которым обвиняют его. Его, наверное, запугали. Отец Хазратхона Дадахонова, еще одного участника так называемой банды ГТА, Айдар Дадахонов, специально приехал в Москву из Таджикистана и пришел на заседание, чтобы, наконец, спустя 4 года увидеть сына. Летом 2018-го мой коллега и бывший спецкор «Медузы» Даниил Туровский записал с ним интервью у здания Мособлсуда. Верите в том, что в чем его обвиняют в участии своего сына? Я испугался, прочитал честно. Он не мог такие много преступлений совершить. Кругом смотришь в Москве, да? Везде полицейские, везде ОМОН. По дороге сам открыл сумку, видел, что там грязные вещи, и стал нервничать, сказал, что там никаких денег нету. Зафарджон Гулямов, самый молодой участник банды ГТА, согласно материалам дела, во время преступлений следил за окружающей обстановкой.
На момент совершения преступления ему там было 24 года. Учился. Он фактически был обычный студент, такой в семье воспитывался обычный. Откуда они приехали? Они приехали из Таджикистана. Учился он в Москве? Учился в Москве, да. В смысле, в университете? Вначале учился, да. Он учился на там что-то связанное с информатикой, но не смог оплатить обучение, поэтому начал подрабатывать. Тяжело было родителям тоже. Но отец был в Московской области, там строительными работами занимался. Мать у него педагог, очень воспитанные люди, далеко не жесткие, мягкие по характеру. Сам парень тоже такой, смотрел на него и думаю, не может этот человек совершить убийство прям такое вот жестокое, да. Мурат достал из рюкзака шипы. Что за шипы? Как они выглядят? Шипы похожи на звезды такие. А мы подзащитные, он ни в кого не стрелял, ни одного выстрела, ни в одного человека он не произвел. Сомнения, конечно, были на стадии следствия, но его позиция была подтверждена в последующем экспертизами. Конечно же, каждый из них играл более активную роль, занимал более активную позицию, чем они показывают. Но мы доказать это не можем. Он вообще, в принципе, хотел, видимо, так формально поучаствовать и шел вообще позади всех. Пока он поднялся, преступление уже практически было совершено. Увидел все, что происходит, и там людям просто не дали шанс. Тогда их, так сказать, добыча была, по-моему, планшет и 5000 рублей. Да, и когда вот эти 5000 рублей начали, делить, я был просто в шоке. Я отказался от этого всего, потому что, за эти деньги они просто убили людей. Они отрицают мотив наживы, поскольку они сами говорили о том, что большую часть выручки с этих преступлений Байдулло забирал себе, а им давал уже по мелочи. Кому-то может быть, 10-5 тысяч, либо он отдавал их какими-то вещами. Совершали убийство ради убийства. Сами объяснение тому они давали, что повязывали друг другу кровью, но понимаете, чтобы столько времени повязывать друг другу кровью, надо уже не реализовывать эту повязанность, скажем так. Круговая порука мажет хуже Саши. Это же сразу отсев, то есть человек либо готов на убийство или не готов. Если он не готов, то, пожалуйста, будем заниматься с другими. Если он готов, то все, вот в работе погнали. Из двух источников у меня есть, так сказать, сведения, что это ребята, которые работали на Пакистан. Это была ячейка исламского государства. Главарь группировки, обкатывал свою банду. И никто не знает до конца, сколько через него, как через учителя, извиняюсь, прошло людей. А здесь надо понимать, что то, что мы сейчас имеем в виду под мусульманским экстремизмом, это зачастую обычный бандитизм, который просто слегка закамуфлирован сурами из Корана и прочими вещами. Да, они исполняли обряды. И совершение намаза для них было, такое естественное, но это было наносное. Если кто-то намаз пропускал, он не рвал на себя волосы, и он за это не отчислялся из банды. Участники банды, они рассказывали, что и Байдулло постоянно проводил с ними такие встречи, где рассказывал о правильном исламе, именно таком радикальном. Он заставлял их читать намаз 5 раз в день. То есть какая-то определенная промывка мозгов действительно была. Гулямов даже не делал намаз, который является обязательным 5 раз в сутки. Они были, исповедовали ислам, но фанатизма такого прям ненормального я в этом не увидела. Я уверен, что есть ситуация, когда эта идея берется с полки уже после всего. Когда человека уже приняли, когда он уже все совершил, что мог. И вдруг он тут почему-то решает, что он именно делал это, потому что он член исламского государства. То есть они же планировали совершить якобы государственный переворот в Узбекистане. Как рассказывал в показаниях брат Байдулло, когда они сбежали из Узбекистана, их троих братьев, они были осуждены по статье экстремизм. И, собственно, сам Холик Субханов у себя на родине, он тоже обвинялся в экстремизме. И тогда вместе с братом, с Байдулло, они сбежали из страны, они бежали в Пакистан. Собственно, как Холик рассказывает, они там проходили в специальном лагере обучение
обучение, как использовать оружие, как, например, в толпе скрываться, различным каким-то психологическим вещам. По той информации, которая есть у меня, значит, один из общих знакомых, расхваливая Рустама, говорил о том, что он проходил специальную подготовку, и он вообще один из лучших выпускников специальной школы, которая готовит бойцов с неверными. Но, знаете, про любого из нас можно сказать такие слова. Объективных данных, подтверждающих эту информацию, в уголовном деле нет. Как рассказывал сам Холик Субханов, его брат Ибайдулло поддерживал связь с Амиром как раз именно по скайпу. Но при этом в 2013 году, если не ошибаюсь, этот Амир просил им уже начинать какие-то перечислять деньги, чтобы какую-то он оказывал им финансовую поддержку. И, собственно, для того, чтобы эти деньги появлялись, они, собственно, и решили создать вот эту банду. Про поездку в Пакистан, про скайпы с Амиром, про промывку мозгов радикальным исламом. Это все информация откуда? Это все участники банды давали в ходе предварительного следствия. В суде, в частности, Улук Мурадов, он опроверг эти показания, что этого не было якобы, что действительно они говорили про ислам, но никакого переворота они не хотели совершить. В Москве много мигрантов из мусульманских стран, из Центральной Азии. Понятно, что просто при таком большом притоке какое-то количество должно там быть людей с радикальными идеями. Просто они же тоже ездят на заработки. Это не значит, что они непременно состоят в какой-то организации. Это не значит, тем более, что они собираются здесь заниматься своей боевой деятельностью. У них есть эти идеи, есть идеи. В конце концов, можно годы прожить с радикальными идеями и ни во что не вовлечься. У меня есть ощущение, что тут немножечко как будто бы прикрыли вот эту экстремистскую направленность преступления. Поверьте мне, если бы хоть что-то было, они бы не то что прикрыли, они бы ее, наоборот, раскрутили бы как могли. Потому что это, поверьте мне, оно для следствия достаточно очень весомо, побольше, чем убийство. Если бы они... Да, но для государства, может быть, менее удобно. А почему менее удобно? Столько по экстремизму. Террористы прямо под носом в Москве, в Подмосковье. Да, террористы под носом разве не взрывали метро? Ну да, но это же как бы ЧП. Нет тех людей, которые можно было бы сказать, что они действительно связаны с экстремистами. Может быть, этот Рустам в какой-то второй своей роли, может быть, и был этим экстремистом. Но опять-таки говорить об этом, доказывать это было бы тяжело сейчас. Его уже нет. Дело передали как раз-таки без вот этого религиозного мотива. То есть его просто-напросто в ходе именно предварительного следствия его отсекли. И основной мотив, это, как указывает следствие и подтверждает, собственно, сам суд, что это был мотив нажива. Следствие установило, что при совершении убийств участники этой банды руководствовались лишь корыстными мотивами. Маркин вообще, он на самом деле проводил бессонные ночи, как менты. Он ничего, кроме отчетов, на руки не получал. За этим стоит явно политический какой-то мотив. Такой. Да, это геополитика. Государство пытается, мне кажется, есть такое дело, не спровоцировать ненароком какого-то обострения ксенофобии в обществе, которая и так достаточно высока. Потому что ислам воспринимается как такая идеология, скорее, чем религия, какая-то враждебная, наверное, с терроризмом связанная. Когда они считают, что им это надо, они высасывают это из пальца, то, что им надо. И у них террористами и исламистами становятся все, включая журналистов в Дагестане, которые просто занимаются правозащитой, например. Да? Давайте не забывать, это банда гастарбайтеров. То есть изначально люди, которые входили в эту банду, действовали в отрыве от родной земли, и эти люди обладали определенной эмоциональной смелостью, чтобы бросить насиженные места и уехать в другую страну. У меня например, здесь на Тверской во дворе работают выходцы из Средней Азии, из Киргизии, из Узбекистана. Но они достаточно все приятные ребята, и во дворе к ним относятся очень люди с уважением, их благодарят. И я ни разу от них не видела никаких признаков агрессии. Штука в том, что ребята, которые входили в группу GTA, так называемую, о них тоже очень все положительно отзывались. То есть днем ты
ты, условно, там ухаживаешь за садом у крупного чиновника и с ним любезничаешь, а вечером выходишь на тропу войны. И параллельно терпишь от него постоянные, так сказать, да, импульсы унижения. Ощущаешь себя человеком второго или третьего сорта. Вот он может накопить какое-то количество негодования, какое-то количество отчаяния, и потом отправиться в члены такой банды, начать убивать ни в чем не повинных других людей. 1 августа 2017 года на очередном заседании в Московском областном суде объявляют, что членам банды ГТА грозит пожизненное заключение. Когда 5 подсудимых начинают спускать вниз в конвойное помещение, лифт внезапно останавливается между этажами, а из него якобы слышится: «Нам нечего терять, мы всех перестреляем. Аллах Акбар». В лифт вошло 5 лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений и занимавших достаточно активную позицию в преступной деятельности, и 2 конвоира. Все обвиняемые, в тот момент подсудимые, у всех руки были скованы впереди наручниками, и через эти, и между наручниками и руками была пропущена цепочка, чтобы они не разбежались. Разбегаться они и не собирались. Но при этом у них оказались свободные руки. Я была там по другому уголовному делу, назначили именно в этот период. Я даже не знала, что в тот день рассмотрение именно в первой инстанции по банде ГТА, так называемой. Остановили лифт путем подпрыгивания, и дальше у них была возможность сделать с этими конвоирами все, что они хотели, что они и сделали. Дальше они привели лифт в движение, выскочили. Да, надо отдать должное, что уже судебные приставы и сотрудники полиции их дальше никуда не пустили, их там и положили, другого пути в той ситуации тех, кто их останавливал, не видели и считали это справедливым. 3 были убиты на месте, 4 скончался в больнице, 5 выжил. То есть пока на 3-м и 2-м этаже шло задержание и перестрелка, вы продолжали процесс. Я еще возмущалась. Я говорю: Ваша честь, там же что-то происходит. Почему прокурор продолжает? Давайте это надо выяснить. Но я немножко суетилась. У меня этот ребенок маленький. А за сколько эта вся ситуация прошла по времени? Быстро, очень быстро. Наверное, в моем понимании это было, наверное, минут 10. Такая активная перестрелка, она как раз-таки попала под мою запись. Я посчитала, выстрелов было где-то 26. Технические средства для их конвоирования были явно недостаточны. Инструкция, которая предписывала каждого из них конвоировать по одному, не менее чем 2 конвоирами, была нарушена. В этой ситуации удивлять может только одно: почему они на этот побег не пошли раньше. В тот период времени очень мало было сотрудников конвоя, да? Половина в отпуске, кто-то увольнялся, зарплаты маленькие. Видимо, как-то они понадеялись, наверное, что люди, они на вид-то такие, может, и мягкие, улыбаются. После этого на конвоиров и завели уголовное дело за их за эту халатность. А чем оно закончилось? Закончилось тем, что 2 этих сотрудников конвойной службы получили условные сроки, и 2 их начальников. Тоже условные сроки? Да, тоже условные сроки. И понятно, были отстранены от службы. Конечно. И с тех пор в Мособлсуде, видимо, много конвоиров. За конвоирами начали следить. И один из них во время заседания заснул. И буквально через несколько минут раздался звонок по их внутренней связи. И коллега его берет трубку, смеется такой: да он не спит, сейчас разбудим. И, собственно, этого заснувшего конвоира тут же разбудили. На мой субъективный взгляд, логика их поступков объясняется тем, что они шли не просто так, они шли в ожидании того, что их встретит. Другой вариант, что они шли на самоубийство. Потому что терять им было нечего, они не собирались жить в условиях российских колоний. Это сезон называлось «Кремлевский Централ 9/1». Это то место, где сидел Навальный. И начальник тюрьмы знал, что они там. И у меня даже с начальником тюрьмы как-то разговор был. Я ему говорю: Иван Павлович, я говорю, знаешь сам-то, что меня вообще ни за что просто посадили? Он говорит: да, знаю. Я говорю: Павлович, можешь меня посадить в камеру к этим животным? Он говорит: что ты хочешь сделать? Я говорю: я им просто глотки там перережу всем, хотя бы будет за что сидеть. Он меня просто обнял, говорит: иди, все у тебя хорошо будет.
встречались, как-то сталкивались именно? Ну, то есть так вот не столкнулись? Если бы столкнулись, я бы точно сейчас сидел. В автозаке, да? Да. Меня в одном пенале посадили, а их в другом пенале. Я говорю, ну что, животные? Они молчали. Судья запросила психолого-психиатрическую экспертизу в институте Сербского. В ходе всего обследования Дадахонов отказывался контактировать с психиатром. Он постоянно искривлял, скажем так, свое лицо, делал такую кривую полуулыбку. Жаловался на головные боли, на невроз и так далее. Но в конечном итоге экспертиза выявила, что это все была симуляция, поскольку в камере, когда он находился в институте Сербского, зафиксировал о том, что когда дверь закрывалась, он спокойно ходил, стирал свои вещи, питался. В августе 2018 года, спустя 115 заседаний, судья Мособлсуда наконец огласила приговор. На это ушло 7 дней. 4 оставшихся в живых участников банды приговорили к пожизненным срокам. Зафарджон Гулямов получил 20 лет тюрьмы. Они не раскаялись. Они смирились со своей судьбой, надеялись на чудо, но искреннего раскаяния у них я не увидел. Я лично видела его раскаяние. Я думаю, что можно было, конечно, ему смягчить. Можно было. Мы звонили потерпевшим от его имени, просили извинений. А как потерпевшие отреагировали на этот звонок? Ну, а как он должен человек реагировать? Конечно, это для любого человека утрата тяжелая. Но я думаю, что они не простили, конечно. Я про себя до сих пор убежден, что преступлений, которые совершила банда шакалов, больше. И нам не все известно. Они так под носом ходили, и половина камер в Московской области являлись просто муляжами. Лично меня, на самом деле, прям вот оскорбляет. Я, если напишу сейчас пост про Навального, то ко мне завтра утром приедет СОБР быстрее, чем я щелкну пальцами. А банду ГТА ловили фиг знает сколько. Больше в жизни такого делать не буду. Я никого не буду собирать. Я никому не хочу ехать помогать, героизм какой-то играть. Потому что закона нет. Дали грамоту, в грамоте написали, что спасибо огромное за поимку особо опасной преступной группировки, которая занималась убийствами на дорогах. Приятно, но когда я, например, в судье показывал эту бумагу, кто я такой, характеристика, этой бумажкой можно жопу потереть. Вот и все. Я хотела бы предупредить обычных людей, у которых вроде бы дети обычные, растут, спокойные. Я почему говорю про семью? Ничего плохого не совершали, и вроде бы по характеру никогда никого не убьют, но он оказался в этой ситуации. Хотелось бы, чтобы люди и воспитывали в характере каждого ребенка, чтобы он умел сказать «нет» вовремя.